Всем привет! 30 июля 2023 года. Сегодня провожу, точнее я вчера уже провел финальную обработку винограда системными препаратами. Окрас продолжается, смотрите, Мускат Блау, уже Кишмиш Юпитер начал окрашиваться, смотрите, уже тоже окрас пошел. В общем, брал системники, у которых срок ожидания в районе 21 дня, не более. Слишком длинные уже не прокатит, потому что виноград у меня уже будет созревать где-то к середине августа. Но так как я обработал сейчас, где-то к 19 августа я смогу уже пробовать ягоду без ущерба для здоровья. Если одну-две ягодки клюну к 15, я думаю, сильно не отравлюсь. Как правило, так и происходит, что к 15 числу можно только пару ягодок где-то клюнуть, но не более. Финальную обработку сделал орданом. Взял две упаковочки по 12,5 грамм. Такой он у нас. Он в таком пакетике растворимом. Работает как прилипатель. И топаз 4 мл. Свич вот в такой у меня таре от гнилей. Вы не обязаны повторять все за мной. Это я просто показываю все, что у меня есть. Потому что у меня в остатках был ордан. Скоро раек есть. Срабатываю все свои остатки. Пока ничего не докупал, потому что приличный запас. Был как бы дефицит. И я немножко переборщил немножко с затаркой. Поэтому, буду вот так вот чередовать. И 20 грамм кристаллона коричневого добавил. В общем, я так на глазок столовую ложку туда жахнул. Все это сделал в баковую смесь на 10 литров. Некоторый молодняк очень даже неплохо растет. Нельсон, смотрите. 3-й годик. Не скажу, что прям вау, но по сравнению с другими очень даже неплох. И дынька рядышком. Вот они меня очень радуют. Вот эти два сорта. Или там гибридной формы. Они сидят по соседству. Есть вообще некоторые их ровесники, мышиные хвосты, не хотят расти. Даже их показывать не буду. В общем, так выглядит все на сегодняшний момент. Спрашивали по поводу чеканки, прищипки, все такое. Зачем прищипывать? Вот если не прищипывать, заметьте, что вот эти были прищипаны уже за сезон раза, наверное, 4. Недели 2 я не прищипывал. Смотрите, какой перерост идет. В любом случае, вот такой перерост не нужен мне, потому что от ветра будет ломать побеги. Вот смотрите, уже натирается в этом месте. И от сильного ветра просто будет ломаться. Будет у вас такой непредвиденная обломка такая. Вам это не надо. Поэтому в любом случае надо щипать. Никуда от этого не деться. И в любом случае питание перераспределяется в грозди. Поэтому не останавливаемся, делаем прищипку. И уже, в принципе, можно будет более глобальную чеканку делать, когда выпрямится коронка. Хотя в моем случае тут уже сложновато будет этого дождаться, потому что проморгал этот период. В общем, в любом случае вот так вот пройдусь, прочеканю. Пускай потиху порядок будет, потому что слишком большое загущение, слишком длинные лозы. Это не очень удобно, но и неправильно. Радует подарок не святая. В этом году он мне выдал сигналочки, 2 штучки. Я надеюсь, попробую. Знаю, что у него с вызреванием лозой проблемы, поэтому буду подкармливать его активно калием. Как и в принципе, как в прошлом году. Большинство сортов, они страдают невызреванием лозы именно в ранний период, когда саженцы молодые. Когда становятся взрослыми, у большинства эта проблема уже решается автоматом. И давайте еще покажу. Смотрите, кто это, угадайте. Каталония. Она уже почти черная. Вот буквально одна ягодка еще светлая, а так вот такая вот гроздочка есть, уже кажется спелая. Но она еще дубовая, естественно кислая, и даже пробовать нет смысла. Она недели через 3 будет как раз и готова. И вот такие есть разносортные, разношерстные. Кто-то раньше, кто-то позже, но процесс в общем идет. Были сильные дожди, треска вроде бы как бы и нет, все нормально. Подкармливал кальцием. Все вроде хорошо, но кое-где, кстати, обнаружил аидиум. Буквально кончики, буквально у 2 ягод лопнули и показалась косточка. Как говорится, аидиум показал зубы. Я их поудалял. Это последняя обработка была 3 недели назад системниками. Многие говорят, зачем так часто обрабатывать. Вот смотрите, 3 недели прошло. И то вот, видите, треснуло. Я думаю, все ягоды целые. Я думаю, это как раз вот здесь вот прошелся аидиум немножечко и лопнула ягода. Были такие ягоды, где прямо вот кость торчала наружу. Финальная обработка.
И если не обрабатываете, потом будут сюрпризы, потом будете лечить. Многие пишут, что следуют моим видео и обрабатывают именно тем, чем и я. Не надо обрабатывать именно тем, чем и я. Я не учу, там, не объясняю, не рассказываю, как надо, что надо. Я показываю, что делаю я. Ну, если хотите, можете следовать как бы за мной, но это совсем не обязательно именно обрабатывать теми же препаратами. Такие же схемы, тем более у нас и как бы с вами регионы разные, и доступ к препаратам у всех разный. У вас может быть побольше выбора, у меня поменьше, поэтому обрабатываю тем, что есть. Причем нахапал с запасом, и сейчас я их потиху срабатываю. Это Надежда ранее, кстати, тоже пошел окрас. Но она у меня в этом году такая, что-то горошнула и слабенько растет. В том году мощная была, в этом году как-то задохлик. Я думаю, после заморозков почечки какие-то, хотя, может, после вызревания лозы в прошлом году заложила не очень какие-то хорошие почки. В общем, вот такие задохлики. Очень слабые побеги, очень. И Алешенькину, ему уже 100 лет в обед, смотрите. Грозди довольно мощные. Он у меня примерно нагружен, ну, наполовину. Этот куст должен выдавать больше. Я его не догрузил, потому что, смотрите, он буквально до последней проволоки даже меня не дотягивает. Поэтому я оставил и побегов гораздо меньше, и ягод тоже сильно не грузил. Ну, рядом сидит ромбик. Кстати, ему 3 года, но что-то он еле-еле. Вот, сравните, предыдущий я вам показал 3-летки, и вот этот до первой проволоки еле дотянул. Ну вот, до второй уже дотягивается. В общем, слабенько растут, слабенько идут, не знаю, с чем связано, но вообще говорят, что у них сортовая особенность такая. С кем не разговаривал, у большинства ромбик первые там 4 года еле-еле, а потом нормально стартуют. Ну, надеюсь, у меня то же самое будет. Ну, Прима Украина, смотрите, довольно дохленькая. У него тут рядышком опылителя особо не было, я ходил вручную запылял. Гороха много, слабенький. Это второе такое сигнальное плодоношение, кустик молоденький. Ну, пусть хоть так. И тоже, кстати, что-то слабо идет. Вообще коротыхи, я не знаю, и кормлю, и обрабатываю. Все в одинаковых условиях, но что-то он в этом году ослаб. Грозди поудалял почти все, оставил там буквально вон штук 5 таких маленьких горошнувших. В этом году должен Атос дать урожайчик небольшой, сигнальный. Ему 3 года. В общем, я думаю, в этом году немножко как-то уже свои, так сказать, новинки попробую. Ну, для меня они новинки. Я Атос, по-моему, не пробовал. Говорят, по вкусу как кадрянка. Ну вот проверим сейчас, будет как кадрянка или нет. Хотя, может, на выставке пробовал, у меня уже там просто все в голове смешалось, все вкусы, поэтому уже даже я не помню. Но, в общем, это уже будет мой Атос. Рядом Аладдин тоже дал мне сигналки. В общем, у меня был один Аладдин, который вообще не хотел расти. Вот в другом месте, ну, вроде получше пошел. Хотя я там даже дождался сигналок, но куст был очень слабый. А этот уже рос под замену, поэтому этот оставил, тут убрал. Там посадил другой сорт. По-моему, цимус, если не ошибаюсь, там сидит сейчас. В памяти учителя уже сколько лет не мычал, не телился. Вот сейчас только засигналил, но все равно слабенько что-то куст растет. 4-й год ему, но вот он такой. До предпоследней проволоки максимально. В общем, каждый год он у меня вот так вот не мычит, не телится. Не знаю почему, ну, как-то так. Может, место не понравилось, может, еще что-то не понравилось. Ну, такие... Это вот посадил все вот эти вот сорта, дыньку, они в тот же год были посажены. Ну, результат вы видели. Там уже мощага, а эти как-то слабенько идут. Условия одинаковые. И еще, когда вы прищипываете, обязательно оставляйте, вот когда вы посынкуете, да, скажем, до предпоследнего пасынка. Вы щипанули, оставили один листик, и на 2 последних оставьте обязательно полностью пасынки. Это будет точка роста. Одна просто про запас. Все, здесь щикнули. Ну, у меня тут 3 осталось, бог с ним. Обязательно должна быть точка роста, чтобы не просыпались не спящие почки, точнее зимующие почки, чтобы все у вашего куста было нормально. Не надо полностью все обламывать, обязательно оставляйте точку роста наверху. Виноград живой организм, его нужно расти, продолжать. Ну вот видели, какие были переросшие макушки. Все это я немножечко уже почикал. И смотрите, на многих пасынках, на многих макушках пошел пасынковый урожай. Соцветия, видите, даже уже начинает цвести. Короче, где увидел, я это все тоже поудалял.
кто именно ждет, когда я начну обрабатывать, а потом вы тоже следом начинаете обрабатывать, имейте в виду, что после съемки проходит дня, наверное, 3. Это я раньше снимал и сразу старался, скажем, в воскресенье снял и вечером выложил. Не получается у меня так, поэтому где-то в субботу или воскресенье, пока я на даче, тут интернет вообще никакой и нет возможности монтировать, я здесь ничего не монтирую. Я выкладываю с опозданием на 2-3 дня, поэтому имейте в виду. Но лучше так не поступать. Делайте все-таки, создавайте какие-то свои схемы, свои фунгициды, просто чередуйте. Вот и все. Не надо обязательно делать ровно то же самое, что и я. Просто чередуйте препараты, чтобы он отличался составом. Можно не более 2 раз за сезон повторять один и тот же состав. Слишком часто не надо. Должно быть чередование обязательно. Вот и все. А каким препаратом не суть важно. Главное, чтобы это были системники, которые долго работают. И выдерживайте сроки ожидания. Все, народ. Такое короткое видео. Всем пока. Хороших урожаев. Мы еще увидимся. Удачи.